Вот сам кратер от дымило, видите, шел. Задымление было. То есть он возгорал. Температура большая была. Затем туда закачали азот, остыл. И мы все время наблюдали вот на этих снимочках. Ну, горение. Вот здесь вот. Вот сама крышка лежит. Крышка самого реактора. Ее сорвало. Вот здесь вот дырка большая. Вы его увидите, кстати, там очень хорошо. И вот здесь вот все время где-то метра полтора, два, три. Там, нет, Михалев. то раскалится, то опять, знаете, как в кузнице. Ну понятно, дышал. Дышал. А вот более крупная фотография. На ней дано изображение Елены, крышки реактора. Елена – это кодовое название системы Е. Ну, Елена проще было выговаривать, и меньше народ понимал, что это за Елена. Она дышала своеобразным образом, как он говорит. Дышала. Уже больше не дышит. Значит, сейчас полностью никаких выбросов нет. Тишина. Она дышала из-за того, что был разогрет сам по себе реактор. А после того, как в него бросили борную кислоту, каучук, свинцовые чушки, он, температуру свою понизил, этот реактор. И в связи с чем прекратился нагрев крышки, его крышки, Елены. Крышка была поднята взрывом. Каким? Первым, вторым или третьим взрывом? Одним из взрывов, который прогремел в первые секунды аварии. Это штаб УС-605. Управление строительства номер 605. Оно было создано специально для ликвидации аварии. И в этом управлении, надо отметить, был максимальный порядок. Это управление создало Министерство среднего машиностроения, которое курировало всю атомную промышленность и атомные АЭС в России. Сейчас в России. А в то время Чернобыльская станция была передана Минэнерго Украины. Единственная гражданская станция, атомная станция, которая считалась первой ласточкой. И претендовала на звание одной из крупнейших в Европе. Отсюда сюда, пожалуйста. Вот то сейчас засыпали, заливали свинцом и так далее. Я можем посмотреть здесь. Я поддавал. Вот обратите внимание, как у них фотографии подшиты. У-605. Тогда по каждой фотографии работали ЧК. Особенно реакторы и его окрестностей следили Комитет государственной безопасности, и они проверяли у каждого уезжающего, нет ли у него фотографий. Но мне КГБшник один приносил фотографию с целью определения того периода, когда она была сделана. Очевидно, эта фотография была отнята у кого-то из партизан. Партизаном звались резервисты. Те, которые призваны из народного хозяйства и отслужили армию примерно 10 лет тому назад. Им было по 30, по 40 лет. Они, каждый партизан-резервист, имели семьи. В семье обязательно должны были быть дети. Такое было условие Министерства обороны, спущенное это в виде письма военкоматам, разъясняющим как раз, кого надо призывать, кого не надо призывать. А это название дал народ, который участвовал в ликвидации последствий аварии. Мы, поскольку тесно работали с этими военными, мы их партизанами и никогда не звали. Мы звали их по имени-отчеству. Это старших офицеров, младших офицеров по званию. Ну, а рядовой состав просто не было времени знакомиться с ними. Поэтому мы их звали пофамильно. Во всяком случае, я помню этого
подполковника, который меня спрашивал, когда эта фотография была сделана. Но фотография была сделана вертолетчиком. Это явно сверху, потому что съемки были. Конечно. И слушай, у тебя связь с этим Вот самым еще есть? немножко дымление идет. Это сколько дней там уже? Это 6 мая еще. Так. В первые дни, вот, судя по выбросам и по изоморфной формуле плутония, можно судить, что здесь температура достигала в центре этого реактора несколько миллионов градусов. Слушай, там Ну, это нужно уже быть очень слабо, не два курила. подполковника Кушнина. Это вот еще 4 Да, числа. да, да. Тоже еще дымится. Такая форма плутониевых окислов могла формироваться только при высокой температуре. Ну, так говорили большие ученые нам. Вот уже последний день. Нет, ты позвони туда, Борис. Вот он как раз перевернул фотографию этой, на ней 14 мая 1986 года. Путем заброса вот этих чушек, дроби, доломита, ну и, естественно, реактор выгорел, часть топлива и графита, и температура реактора существенно понизилась. Почему радиация упала? Раньше радиация была там буквально где-то до 300-500 рентген, а сейчас эта радиация осталась уже да, ну где-то там 70-70 рентген. Боком. Это вот начали цемент уже заливать.